Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. Если вы нуждаетесь в искренних, добрых словах поддержки, вы попали на нужный канал. Добро пожаловать! Тема сегодняшнего расклада: кто следит за тобой в соцсетях и зачем, собственно? Вы никогда не задумывались, почему некоторые ваши истории смотрят с фейковых аккаунтов? Или почему человек, который якобы о вас забыл, всегда в курсе ваших новостей? Ваш профиль в соцсетях для кого-то превратился в настольную книгу. Прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, кто-то другой может смотреть на ваше фото. Этот человек – мастер невидимости. Он не оставляет следов, не пишет комментариев, но он знает о вашей жизни больше, чем ваши близкие друзья. Зачем ему эта информация? И какую вашу тайну он надеется разгадать через экран своего телефона? Давайте узнаем, кто этот призрачный гость и что, собственно, заставляет его возвращаться к вам снова и снова. Ух ты! Тут какой-то у меня мужчина, дом и мужчина. Какой-то мужчина сидит дома и что-то вами интересуется. Ладно, делаю вашу сигнификацию, девочки, сейчас. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Какая вы? Угу. Белая ворона, не похожа ни на кого, да? Свой взгляд на мир, на взаимоотношения между людьми. Умеете радоваться жизни, карта счастья, умеете быть счастливой в моменте, сейчас. Ловить вот эти моменты, секунды счастья, солнышко, где-то большой ребенок, внутри вас. Ваш ребеночек этот периодически, может, напоминает о себе. У кого-то это даже элементы детского этого эгоизма. Хочу вот эту куклу и все. У кого-то в более взрослом возрасте. Хочу этого мужчину и все. И мне пофиг, что там объективность, разум мне говорит: ну он тебе вообще не подходит. Ну зачем? Он проблемный, от него одни проблемы. Да нет, я хочу вот именно его. Все. Вот именно со мной он изменится, он будет другим. Вот в первых 3 браках он был... Это ему просто не те женщины попадались, а вот именно со мной он изменится. Ну, вы поняли, да? Яркая, харизматичная, талантливая, как райская птичка. Для кого-то тут прям это актуально, лакомый кусочек для мужчин, которые не свободны. Архетип любовницы, ухоженная. Вот такая какая-то тут летящая. Тут самое главное, девочки, энергетически наполненная женщина. Это вкусная энергетика, рядом с вами приятно быть. Многим хотелось бы от вас отщипнуть кусочек этой энергетики. Но уже последняя карта, оппозиция, мне говорит о том, что вы в курсе, о том, что много потребителей. Поэтому, скорее всего, уже научились рамочки, границы свои отстаивать. И, скорее всего, не раздавать, не разбазаривать, не раздавать эту свою энергетику. У кого-то тут прям процесс такой идет, карта оппозиция. С кем-то сейчас вот прям вы, я не буду говорить тут прям в каких-то конфликтных взаимоотношениях, но как будто бы не согласны вы, допустим, там сдавать свои позиции или соглашаться на какие-то условия, которые вас не устраивают. Готовы защищать опять свои права. Вот тут что-то мне такое идет. Первая карта мне показывает, самая первая, потеря, утрата какого-то павлина, девочки. Куда же без этих павлинов? Часто у нас проигрывается так: это мужчина, который любит себя, в первую очередь свои потребности закрывает во взаимоотношениях, в первую очередь думает о себе, умеет свои достоинства подчеркнуть, сделать на этом акцент, максимально закамуфлировать недостатки, которые есть у каждого из нас. При этом влюбляешься в него, вот эту оболочку, он так мастерски эти перышки распускает, и ты очарована, и все. И земля из-под ног уходит. А потом в один момент, когда
понимаешь, насколько там много всех этих недостатков, насколько это бывает критично, насколько даже бывает отрезвляет, да, вот эти вот его какие-то недостатки. И ты думаешь, бог ты мой, если бы я знала об этом сразу, я бы в жизни не влюбилась и не подпустила бы этого человека к себе. Ну, у многих это ресурсный мужчина. Но этот мужчина никогда себя не обидит, скажем так. Опять-таки, это не о жертвенности, это скорее люблю себя в искусстве, да, в отношениях. Но мне тут показана утрата, вы с ним разошлись, у кого-то, я надеюсь, ну, искренне, что этот мужчина жив-здоров, на физическом плане где-то он вдалеке от вас, но его фантом, он присутствует в вашей жизни. И вполне возможно взаимоотношения с этим мужчиной огромное влияние оказывают на взаимоотношения со всеми последующими. Даже перспективы построения взаимоотношений, это все сюда вот влияет. То есть, смотрите, этот фантом, он как вцепился, фантом этого мужчины, вцепился вам в горло и не отпускает. А мало того, вы еще тут поддерживаете его, видите, рукой. За вашей спиной уже стоят другие мужчины. Другой мужчина, может быть, присутствует в вашей жизни. Но, повторюсь, ментально тут еще обитает рядом с вами и в горло вас держит вот этот павлин. У многих этот, вам кажется, процесс уже прошел, я отпустила, забыла, сделала выводы, но почему-то мне это показали. Вот такая, моя хорошая, ваша сигнификация. Очень много ярких карт, очень много карт, говорящих от вашей какой-то самобытности, привлекательности, харизматичности, энергетически наполненная, веселая, оптимистка, солнышко, счастье, белая ворона, муза. Девочки, тут прям взрыв мозга от вас. Единственное, тут как будто бы вы могли сами в прошлом, ну, сами подпустив к себе вот каких-то таких токсичненьких мужчин, скажем так, могли себе жизнь усложнить. Как будто бы вам скучно. Мне вот по этим картам, как будто бы вам скучно с какими-то, может быть, спокойными, уравновешенными, хочу сказать, добропорядочными мужчинами. Может, вам интересно с какими-то очень сложными натурами. Вас вот туда куда-то может тянуть или привлекать. Вот такое вот. Мы не ищем легких путей, да? Вот что тут такое хочется сказать. Вот такая сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Ваша. Итак, кто же следит за вами в соцсетях и зачем? Начинаем. Первая у нас личность этого шпиона. Какой он, кто он, его характер, социальный статус, может быть, не знаешь, какие-то там отличительные его черты, характеристики. Кто этот шпион? Так. Следующее смотрим. Как часто он заходит, может быть, в какое время суток, да, наиболее активен он, может быть, на ваших страничках там. Дальше смотрим, что он ищет. Ищет ли он повод для встречи с вами или повод, чтобы окончательно разочароваться там. Потом реакция на ваш успех. Что этот человек чувствует, когда видит вас счастливой без него. И совет. Стоит ли вам подмигнуть ему, да? 3 зеленых свистка дать. Через сторис, да, или оставить в полном игноре. Что вам посоветуют? Итак, давайте еще доложу. Может, чтобы интереснее был расклад. Так, первая личность шпиона. Кто он, какой он? Так, как часто заходит к вам на страничку, в какое время суток может быть, что он ищет, что ему надо вообще. Реакция на ваш успех этого человека. Ой, прям выпала сюда. И стоит ли вам подмигнуть ему или проигнорить окончательно и бесповоротно. Итак, начинаем.
Первое. Личность этого человека. Интересно. Диссонанс. Фатально. Ревность. Так, для начала хочу женщина или мужчина. До конца таки непонятно, честно говоря. Очень необычные карты, кстати, на его личность этого человека. Непонятно. Так, это мужчина или женщина за вами наблюдает этот шпион? Это мужчина. Мужчина, смотрите, как сразу. Это мужчина. Я как-то сразу об этом подумала. Ну, мало ли, думаю, карта ревность вышла в конце у нас, и карта зеркала, отражение. Он смотрит, как будто постоянно всматривается, ищет вас. Может быть, даже, знаете, как говорят, в лицах прохожих даже. Может, в женщинах, может быть, даже в партнершах своих какие-то ваши черты подмечает. Ладно, ну тут залип мужчина. Ну, король жезлов, яркий, энергетически такой, как вам сказать, заряженный, наполненный. Может быть, идейным вдохновителем для многих, может чем-то вот как загореться, но так же быстро и погаснуть. Это касается взаимоотношений, это касается увлеченности чем-либо. Ну, такой живчик, да. Мужчина, который привлекателен для противоположного пола, знает об этом, может быть очень таким харизматичным, веселым, обаятельным. Вот в момент может так вот загораться, да, вот как лампу включили, да, изнутри, вот свет, да, вот светом своим озарять. А сексуальная часть его жизни, ну, и для него имеет большое значение. Опять такие. Питон привлекателен, да, очень привлекателен, харизматичный. Так, тут дальше, я уже сказала, основное, но это скорее всего в отношении вас, да, личность его, он ревнивый, он ревнует вас конкретно. Так, первая карта, диссонанс. Это скорее о том, что у человека идет разочарование между тем, что он там в своей жизни напридумывал, напланировал, и с тем, что по факту он имеет сейчас. То есть амбиции, планы, будь здоров тут, но реальность может быть урожай, вот жатва, урожай какой-то, который он собирает, но его этот урожай разочаровывает. Может быть, любой другой посмотрит со стороны и скажет, ну не офигел ли ты, у тебя есть и то, и то, и то. И это может касаться, кстати, тут карта Иерофант. У многих это касается семья, поддержка близких, может быть, друзья, уважение. Вот тут как будто бы у многих это может быть, да, но почему-то у него, ну я не знаю, он не удовлетворен, как будто бы такие у него мысли по поводу того, что как будто бы то ли не тот род деятельности он выбрал, да, то ли не туда он свою энергию, свои таланты потратил. У многих прям такие мысли. Иерофант это же все-таки карта еще законного брака, союза с кем-либо. Вот тут вот может быть разочарование. В выборе партнерши, ну если он там, многие тут не свободны, я хочу сказать, он женат может быть. Слушай, Иерофант это тоже об этом. У кого-то это прям даже церковный брак, тут, да, ну, венчанные. Вот тут может быть вот как будто бы вот разочарование в том, а если бы я выбрал другую женщину, моя бы жизнь абсолютно по-другому сложилась. Но тут я вам хочу сказать, вот как цепочка какая-то, вот тут вот прям прослеживается. То есть выбор для этого мужчины, выбор вот этой партнерши, с которой он связал свою жизнь, она действительно вот накладывает огромный отпечаток на всю его жизнь. Тут влияние и огромное идет. Так, какой тут еще мужчина? Ревнивый, я уже сказала, отражение, жатва. Пытается понять себя, разобраться, пытается... Сейчас мне тут так интересно, не могу его понять. Я его не могу понять. Он сам себя пытается понять и разобраться. Да, в чем это?
Ага. Ну, смотрите, у мужчине катастрофически не хватает эмоционально-чувственных наслаждений, скажем так, если он в законном браке, да, все-таки я сюда наложила, положила, карты выложила, девочки. Смотрите, как будто бы хотелось ему максимально, чтобы в его жизнь влетели прямо эти эмоции, ощущения. Тут карта Эрос. Ну, хотелось бы ему тут вот с какой-то женщиной вот в таких страстных объятиях находиться, заключить какую-то дамочку. Но карта тут как охлаждение, этого не случается, не получается. То есть, ну, как будто бы не хватает ему этого, повторюсь, как подпитки какой-то. Так, еще хочу посмотреть отражение. Это о чем? Ух тышка. Повторюсь еще раз, он пытается себя понять, может быть, даже ходит к психоаналитику, может быть, сам занимается. Ну, уж не знаю, тут какие-то практики. Ладно, тут больше о том, что он прекрасно знает о своей теневой стороне, карта дьявол. Он это уже принял, он уже не раз с этим всем сталкивался. У кого-то это зависимости, у кого-то пороки. У кого-то принимают и как должное, может уже относятся к тому, что если не закрываются какие-то потребности, да, у кого-то сексуальная эта сторона его жизни, он не удовлетворен в браке, он это находит на стороне. У кого-то эмоционально-чувственно, повторюсь, хотелось бы любви, страсти, вот это вот. Он опять это где-то ищет на стороне, при этом ну, он это принял, он это осознал, он с этим смирился. Смирился до поры до времени, где-то это, может быть, получал, искал, сейчас показано бездействие. Ну, скорее всего, не знаю, сейчас в каком-то таком, как замороженном состоянии находится. Так. И ревнует какую-то женщину, очень похожа на вас. Так. Сам по себе такой собственник, ревнивенький. Ревнивец. Так, смотрим дальше. Как часто этот у нас жезловый, огненный, страстный заходит к вам, да, туда вот какие-то соцсети, туда. И какое может быть время суток, как часто. Постоянно верность. Верен, как и в прошлом ищет какую-то информацию, как карта прошлого, вот как на работу ходит, постоянно. Так, при этом фантазирует еще. Так, как будто бы чем больше он о вас узнает, тем больше он понимает, что он хотел бы еще больше узнать. При этом какие-то, может быть, домысливает еще о вас какие-то, ну не знаю, там новости, информацию какую-то. Что-то тут такое, как будто бы, вот по этим картам мне показано, вот он вроде бы как узнает, но как-то по крупицам. Ему не хватает катастрофически этой информации. Он где-то еще в других местах собирает о вас информация. Надежда. И основное, смотрите, ну в какое время суток? Ну тут смотрите, карты глазки завязаны, скорее всего, в ночное время, когда вы уже, скорее всего, спите, да, и не думаете, может быть, о нем. Ночью, скорее всего. Так, частота визитов постоянно и карта надежда на взаимодействие. То есть мужчина вообще не покидает надежду на то, что когда-нибудь вы пересечетесь, когда-то будет взаимодействие. Может быть, даже для этого он информацию набирает о вас. Ну, тут ему интересно о вас узнавать. Ну, как будто бы очень мало информации, на самом деле, он выуживает. Тут я даже не буду говорить, что тут болезненная какая-то зависимость. Для него это просто как ритуал какой-то, да, я вам хочу сказать. Ну, там ревность еще выходила, да, то есть интересно ваша личная жизнь ему еще. Что он ищет, собственно? Информацию о вашей семье, может быть, семейное ваше положение, ваши взаимоотношения с близкими. Если у вас есть там мужчина какой-то постоянный, хотелось бы узнать ему ваши взаимоотношения опять с этим мужчиной. Ну, замужем вы, не замужем, в каких вы взаимоотношениях с этими вашими близкими. Чувствуете ли себя вы одинокой рядом с ними? Вот это вот ему почему-то. Так, что он ищет? Что он ищет?
Что он ищет? Критика. Ему бы очень хотелось, может быть, как-то найти косвенные какие-то улики, подозрения, лишний раз подтверждение, допустим, того, что вы несчастливы в личной жизни. О том, что карта тут черствость, критика, тут еще карта алкоголь. Тут, может быть, найти какие-то ваши такие, знаете, разочарованные, как это сказать, может быть, ну, посты, не посты, я даже не знаю, как это правильно сказать. Может быть, для себя он хотел бы найти подтверждение того, что вы несчастливы в личной жизни, во взаимоотношениях с этим мужчиной. У кого-то прям, если фотографии, тут карта алкоголь, там, уж не знаю, с бокалом шампанского вина, там, может быть, с подружками, тоже для себя сделать вывод, ага, она где-то находит утешение, может быть, с девчонками и подальше там, от какого-то типа нелюбимого мужа. Ну, у кого-то и так. Опять-таки, если... Ну, я не знаю, я и сомневаюсь, конечно, что вы там выкладываете какие-то там компрометирующие фото. Ну, может быть, какие-то такие едкие замечания в сторону мужчин, да. Вот тут вот как будто бы критика и черствость. Ему так хотелось бы... Вот считай, что она разочарована в мужчинах, она не получает тоже вот как будто бы любви, нежности, вот у нее этого нет, вот она в ожидании этого всего. Вот у него какое-то такое состояние, повторюсь, провал в эмоционально-чувственной сфере, у него нет наполнения. И ему так бы хотелось вот это считать, что вы тоже в поиске, вы тоже как зависли, вам бы хотелось бы свою жизнь вот яркими красками наполнить, а у вас этого нет. Вот тут 100%. При этом ему так хотелось бы увидеть подтверждение карты того, что черствое сердце, что вы к мужчине, допустим, с которым вы то ли проживаете, то ли у вас там партнер какой-то есть, что вы на самом деле к нему не испытываете тут вообще никаких чувств. Скорее тут карта критика, скорее вы, я даже не знаю, помимо разочарования еще его и критикуете, и раздражены, вот такое вот на грани. Вот такое интересно. Так, его реакция на ваш успех. О чем это? Корабль, идеал. Реакция на ваш успех, смотрите, у человека такая реакция странная, у женщин так часто бывает, когда, я знаю так, у меня даже такое бывало пару раз, слава богу, я это считала вовремя и остановилась, когда эмоционально мы, не знаю, там, огорчены, да, раздавлены, когда у нас там бывают прям приступы, у кого-то ревности, у кого-то злости, да, агрессия какая-то. Женщины некоторые имеют склонность, наверное, не только женщины, по этой карте получается у него тоже такая фигня, извините, происходит. Ему хочется компенсировать это. Вот он там, допустим, узнает о вашем успехе, о том, что вы там счастливы в взаимоотношениях с кем-то. Тут он идет и тратит деньги, ну, на себя любимого, не на кого-то, не на семью, не на близких, тут на павлина, на какие-то свои хотелки, самоутверждается, там, уж не знаю, может, брендовая одежда, там, какие-то часы дорогие, может быть, там, даже не совсем ему по карману, может быть, какая-то марка машины какая-то, он не дотягивает, он может пойти и потратить всю заначку, да, ну, я утрирую, ну, вы поняли, да. У кого-то это поездка там, уж не знаю, может себе, вряд ли он себе это может позволить прям. Но он, ну, вот как будто бы не то, что там назло сам себе, назло вам, а вот как самоутверждается. Он пытается компенсировать, вот так вот, себя побаловать вот этим вот. Ну, потом приходит такой момент, знаете, как будто бы вот тут чуть-чуть успокаивается человек, да, тут карта мораль, карта корабль, идеал. И ракушка. Потом вроде бы опять о вас там какого-то такого мнения, мне такое как возвращается к вам.
про вас хорошее что-то вспоминает и надеется все равно с вами, может быть, навстречу, на то, что вы пересечетесь. Отчасти у кого-то может быть даже карта идеал тут, знаете, как еще можно считать, он как будто бы, да, допустим, ну, если там какую-то сумму на себя потратил, да, вот я такой красавчик, смотри по павлину. У кого-то это прям желание лишний раз, может быть, как стимул, мотив достичь чего-то. Вот я ей покажу, я достигну чего-то. Вот она увидит, она поймет тому, кого потеряла, да, или в принципе оценит. Ну вот как-то так. Идеал, ну вполне возможно вы для него в чем-то идеал, но тут даже по-другому. Тут скорее всего желание для вас быть тем самым, вот идеальным. Тут интересно. Ну и потом в конце последняя какая-то такая реакция, карта ракушка, желание вообще как-то забиться, закрыться и, не знаю, проживать это все, вот, пока, может быть, ваш успех куда-то пройдет, испарится. Так что вот это он чувствует, когда видит вас счастливой без него. То есть, если он увидел, вы там счастливы с другим мужчиной, там, или в принципе сама по себе счастлива, то тут он, я же повторюсь, тут какие-то суммы тратит баснословные на себя любимого. Потом какой-то период такой он возвращается, думает о вас, вы для него идеал, и ему хотелось быть для вас лучшей версией самого себя. А потом идет какое-то такое разочарование во всем этом, может быть, встреча не случается, и он как в ракушку забивается какую-то, как броня какая-то. Вот так вот идет. Так, и смотрим, стоит ли тебе подмигнуть ему через сторис или оставить в полном игноре. Прям интересно. Ну, карта токсична, принц, нежность, правосудие, спокойствие, трудности. Но мне показано, не стоит вам ничего тут подмигивать, не стоит вам никаких давать этих тут особо шансов и зеленых свистков. Почему? Потому что вам говорят, во-первых, кто-то из вас не свободен, и он может быть не свободен все-таки по правосудию. Нежные какие-то чувства, понятно, вы можете к нему испытывать, он к вам, но сам по себе мужчинка очень токсичненький. То есть любые ваши проявления, вы можете сразу столкнуться с каким-то таким его ответной реакцией, с какой-то такой токсичными проявлениями, да, его. И вы будете потом думать, нафига я вообще что-то там первое начала. Вас призывают вас к спокойствию, к гармонии, живите своей жизнью расслабленно и не создавайте себе каждую гору это проблемы. Не ищите себе на пятую точку приключений. У вас и так все хорошо, мои заюшки, все прекрасно. Все. Такой расклад сегодня. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.